Кот встретил своего хозяина спустя долгих 7 лет разлуки, и его реакция была настолько трогательной, что все свидетели не смогли сдержать слез. В один обычный день в маленьком городке жизнь Ричарда Хартмана изменилась навсегда. Работая бухгалтером и живя в уютном доме на окраине города, Ричард всегда любил животных, но особое место в его сердце занимал кот по имени Макс. Ричард впервые встретил Макса 12 лет назад, в день своего 25-летия. Сестра Бритни принесла ему маленького пушистого комочка в подарок, зная о его желании завести питомца. С первого взгляда между Ричардом и Максом возникла особая связь. Рыжий котенок с янтарными глазами сразу же покорил сердце Ричарда, который назвал его в честь любимого дедушки. С годами Макс стал неотъемлемой частью жизни Ричарда. Они просыпались вместе, завтракали и проводили вечера. Кот был настоящим другом и членом семьи. Ричард заботился о нем, покупая лучший корм, регулярно посещая ветеринара и обучая нескольким трюкам. Макс умел давать лапу, приносить игрушки и даже отвечать на вопросы хозяина. Но однажды, в теплый весенний день, произошла беда. Когда Ричард отвлекся на телефонный звонок, Макс исчез. Испугавшись, Ричард начал его искать, обошел весь сад и звал по имени, но кота нигде не было. Паникуя, он расклеил объявление о пропаже, обзвонил все местные приюты, но Макс словно испарился. Недели сменялись месяцами, и, хотя Ричард не терял надежды, найти своего друга не удавалось. Он продолжал поиски, публикуя объявления в интернете, и даже нанял частного детектива, специализирующегося на пропавших животных. К сожалению, все было тщетно. Постепенно жизнь Ричарда начала меняться. Он стал замкнутым, меньше общался с друзьями и коллегами. Каждый вечер, возвращаясь домой, он надеялся увидеть Макса, сидящего на крыльце. Но этого не происходило. Прошел год, затем 2. Ричард все еще не мог смириться с потерей, но вынужден был двигаться дальше. Он погрузился в работу, стараясь заполнить пустоту в своей жизни. Но фотография Макса всегда стояла на его рабочем столе, напоминая о счастливых днях, проведенных вместе. Шли годы. Ричард старался жить нормальной жизнью, но часть его сердца всегда принадлежала Максу. Он так и не завел нового питомца, чувствуя, что это было бы предательством по отношению к его пропавшему другу. 7 лет спустя, после исчезновения Макса, жизнь Ричарда снова изменилась. Он получил повышение на работе и переехал в другой, более крупный город, находящийся в 100 милях от его родного городка. Это было болезненное решение, ведь переезд означал, что он окончательно оставляет надежду на возвращение Макса. В новом городе Ричард пытался начать жизнь с чистого листа. Он познакомился с новыми людьми, стал больше времени уделять хобби, но глубоко внутри он все еще тосковал по своему пушистому другу. Однажды, просматривая местную газету, Ричард наткнулся на статью о волонтерах, помогающих бездомным животным. Это напомнило ему об Максе, и он решил присоединиться к волонтерскому движению. Может быть, помогая другим животным, он сможет хоть немного заполнить пустоту в своем сердце. Ричард начал регулярно посещать местный приют для животных. Он помогал ухаживать за кошками и собаками, выгуливал их, играл с ними. Это приносило ему определенное утешение, но также каждый раз напоминало об Максе. В один из дней, когда Ричард упорно трудился в офисе, произошло нечто необычное. Волонтеры привезли старого, изможденного кота, найденного на улице. Кот был в ужасном состоянии. Грязный, худой, с потускневшей шерстью. Одно его ухо было оторвано, похоже, в драке с бездомными собаками. Ветеринар приюта осмотрел кота и решил, что его придется усыпить, так как животное было уже очень старым и больным. Перед печальной процедурой помощник ветеринара повторно осмотрел старого рыжего кота
и внезапно обнаружил, что у него есть микрочип. Это было редкостью для бездомных животных, и все были удивлены. Когда данные с чипа были считаны, произошло настоящее чудо. Кот оказался тем самым Максом, пропавшим 7 лет назад. Ричард не мог поверить своим ушам, когда ему позвонили из приюта. Он тут же бросил все дела и помчался туда, надеясь увидеть своего старого друга. Когда он вошел в комнату, где держали Макса, его сердце готово было выпрыгнуть из груди. Макс лежал в углу клетки, выглядя очень усталым и больным. Но когда он услышал голос Ричарда, его уши встрепенулись, а глаза широко открылись. Несмотря на прошедшие годы, кот сразу узнал своего хозяина. Ричард осторожно открыл клетку и протянул руку к Максу. Кот медленно поднялся и подошел к нему. Момент, когда Макс прижался к руке Ричарда, был настолько трогательным, что все присутствующие в комнате не смогли сдержать слез. Ричард аккуратно взял Макса на руки, и кот сразу же прижался к его груди, словно пытаясь наверстать все годы разлуки. Ричард гладил питомца, шепча слова любви и обещания никогда больше не расставаться. Процесс оформления документов для возвращения Макса домой казался Ричарду вечностью. Он не мог дождаться момента, когда наконец сможет забрать своего друга. Ветеринар предупредил, что Максу потребуется особый уход из-за его возраста и состояния здоровья. Но Ричард был готов на все. Наконец, настал момент, когда Ричард смог привести Макса домой. Он подготовил для него специальное место с мягкой подстилкой и любимыми игрушками, которые хранил все эти годы. Макс, казалось, сразу же почувствовал себя как дома. Первые дни были непростыми. Макс был слабый и нуждался в постоянном уходе. Ричард взял отпуск на работе, чтобы круглосуточно находиться рядом с котом. Он кормил его специальной диетой, давал лекарства и просто был рядом, давая Максу почувствовать, что он в безопасности. Постепенно питомец начал поправляться, его шерсть снова стала блестящей, он набрал вес и даже начал играть, как в старые добрые времена. Ричард не мог нарадоваться на своего друга каждый день благодаря судьбу за этот удивительный подарок. Жизнь Ричарда полностью изменилась с возвращением Макса. Он стал более открытым, чаще улыбался и даже начал встречаться с женщиной по имени Сара, которая тоже любила животных. Макс, казалось, одобрил выбор хозяина, всегда ласково встречая Сару. Ричард продолжал волонтерскую работу в приюте, но теперь он делал это с еще большим энтузиазмом. Он рассказал историю Макса всем своим друзьям, вселяя надежду в сердца людей, потерявших своих питомцев. Каждый вечер, сидя в кресле с Максом на коленях, Ричард думал о том, через что пришлось пройти его другу за эти 7 лет. Он обещал себе и Максу, что оставшиеся годы жизни кота будут наполнены только любовью и заботой. Макс, несмотря на свой преклонный возраст, казалось, обрел второе дыхание. Он с удовольствием играл с новыми игрушками, которые Ричард постоянно ему покупал. А когда мужчина возвращался домой, кот сразу же забирался к нему на колени. Ричард нежно гладил своего любимого питомца, зная, что какие бы испытания ни ждали их впереди, они преодолеют их вместе, как настоящие друзья. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.